Всем привет, девочки, всем добрый вечер. Я хочу начать вязать для вас видео, как я и обещала, по бесплатному мастер-классу от Васильевой Алены. Василена Тойс. У нее ник на инстаграме. Все контакты от автора поставлю я в описании этого видео. Под самым видео есть такая галочка, вы на нее нажимаете, и там полностью выходит описание, что я использовала, сколько сантиметров лошадка, все данные, все контакты мои, автора и все такое. Да? Вот. Вязала девушка ее лошадку из акрила, и она реально получается очень маленькая, как вот прямо название, пони на ладони. Я пробовала ее вязать из Chenille Baby Fine, из тоненькой нити. Она у меня получалась, вот реально, девочки, вот такая маленькая. Для вас я хочу связать ее из Himalaya Dolphin Baby. И точно такая же нить, только по другим названиям Chenille Baby. Это одно и то же. Метраж у нее идет 120 на 100. Да, 100 грамм на 120 метров. Вот. И так как у нас следующий год красной огненной лошади, я у себя нашла вот такую пряжу. И она реально, эта пряжа такая огненно-ржавый такой цвет. Мне кажется, она прям очень классно бы смотрелась с белой, наверное, гривой. Хотя красивее тоже была, если бы нить была таким же цветом, может, чуть-чуть темнее или чуть-чуть светлее. Но я хочу использовать эту нить и для копыт белую цветом, и для гривы, я думаю, буду использовать белую. Но так как я еще пока не решила, я думаю, в самом конце я посмотрю, какую возьму пряжу. Или я буду брать такую же пряжу акриловую, буду ее распускать. Или, может быть, можно будет вывязывать пару косичек. Но тогда, когда вот эти вот косички вывязываешь на этой лошадке, тогда она уже будет получаться больше как единорог. Поэтому мне бы хотелось сделать ее вот именно так же, как у автора. Скорее всего, я буду обыкновенную акриловую пряжу брать. Вот так вот ее, наверное, расчешу. Также и хвост, чтобы она у меня вот такая вот была. Для сочетания с копытами я буду брать белую нить. Вот. Сама пряжа, сейчас я вам скажу, какой здесь номер. 100 минус или тире 27. И лот здесь 530. И реально такой красивый ржавый цвет. Мне кажется, что будет лошадка очень красивая. Вяжется она очень легко на одном дыхании. Единственная концентрация здесь нужна будет на разделении ножек. И потом из тела вывязывается каждая нога. Что здесь пришивается, так это только ушки, больше ничего. Размер глазок, я думаю, что буду брать здесь у меня 1 сантиметр, ориентируясь на ту лошадку, что я уже связала. Мне кажется, что 1 сантиметра из этой пряжи будет достаточно. Вот, ну мы там уже по делу увидим, да. Крючок номер 5. Вот. Ну, приступим к вязанию. Посмотрим, что у нас получится. Мы начинаем вязать саму лошадку с головы, потом идет тело, потом вывязываются ноги, потом уже пришивается или привязывается грива, как вам угодно. Итак, кольцо амигуруми, как всегда, или можно из 2 петель набрать петельки, как вам удобно. Я делаю всегда с кольца амигуруми и набираем 6 столбиков. Раз, два, и так далее. 4, 5, 6. Затягиваем нить и вяжем с вами кружок с прибавками до 36 столбиков. Как всегда, начинаем с 6 прибавок. Это значит, в каждый столбик мы делаем одну прибавку. 2, 3, 4, 5 и последняя 6. Ставим себе маркер, чтобы вам было удобнее видеть петли. Но я тоже поставлю эту ниточку. Следующий ряд мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка, и так 6 раз. Столбик и 1 прибавка. 1 прибавка — это мы вывязываем из одной петли 2 петли. Мне как-то спрашивали. Столбик и прибавка. И так 6 раз до конца ряда. Столбик
прибавка. Прибавка. Столбик, прибавка. И еще один столбик и одна прибавка. Следующие ряды мы вяжем аналогично, только у нас уже будет здесь не один столбик, а 2 столбика. Итак, провязываем с вами 2 столбика прибавка и так 6 раз. Следующий ряд провязываем 3 столбика прибавка и так 6 раз. И последний ряд 4 столбика прибавка и так 6 раз. У нас с вами будет 36 столбиков. Окей? Сделаем сперва эти все прибавки. Я провязала эти ряды. Теперь провязываем один ряд без изменения, 36 столбиков. Так, я провязала этот ряд. Теперь нам нужно разделить этот кружок пополам, чтобы у нас вот каждая часть имела 18 петель. Ну, отчитываем, наверное, да? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ну, я думаю, что нам, наверное, вот сюда войти надо. Так, входим, ну, провязываем один столбик. Теперь, девочки, я вам советую пересчитать, правильно ли мы соединили или нет, потому что этот переход здесь на соединении всегда или одна петля больше, или одна меньше. Так, у нас должно быть здесь 18 и здесь 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Видите, это у меня 19. Значит, мне нужно соединить не с этой петлей, а с следующей петлей. Так, я вот входила вот в эту петлю, а мне нужно соединить вот с этой петлей. Так, ну я примерно так засекла глазом. Вот сюда я входила, а я зайду сюда. Так, делаем столбик без накида. Еще раз посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Вот. И тогда с этой стороны тоже у нас должно быть потом 18. Так, здесь у меня 18 петель. И здесь вот мы сейчас, я еще раз пересчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Итак, вяжем мордочку. Эта часть у нас будет мордочка. Провязываем один ряд. Вот тут у нас сейчас будет начало ряда, да? Ставим маркер. Провязываем один ряд 18 столбиков. Так, провязала. Теперь мы вяжем с вами 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь мы вяжем с вами 3 убавки подряд. Одна убавка. Вторая убавка. И третья убавка. До конца ряда провязываем еще 6 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. У нас с вами 15 столбиков. Вот. Теперь мы вяжем 2 ряда без изменений, 15 столбиков. Теперь мы провязываем с вами 3 столбика, убавка. И так 3 раза. Раз, два, 3 и одна убавка. На мордашке делаем убавки за передние полустеночки. Раз, два, 3
И одна убавка. И еще раз. Раз, два, три. И одна убавка. Так. У меня сейчас 12 столбиков. Один ряд без изменений вяжем 12 столбиков. Так, я провязала. Теперь, в принципе, да, можно примерно ориентироваться, где мы можем ставить глазки. Вообще было бы намного проще, когда голова уже наполнена, все закрыто, и потом уже примерять глаза, да. Ну, тогда их придется садить на клей. Вот, это уже там вам решать. Я думаю, что вот тут у нас были вот эти убавки. Я думаю, что один глаз, наверное, здесь. Вот я вообще люблю, когда мордашка уже готовая, да, и тут глаза, короче, вот для этой лошадки здесь, они большие. Я возьму сейчас поменьше. Они у меня 10 миллиметров, это 1 сантиметр. Здесь, наверное, надо 8 миллиметров, потому что, ну, они, мне кажется, большеватые. Вот, это надо, самое главное, чтобы они еще параллельно, ну, как симметрично сидели, да, я не знаю. Так, секунду. Так, девочки, я принесла другие глазки, чуть поменьше. 8 миллиметров. Мне кажется, что они как-то красивее здесь будут смотреться. Они как-то вот эти большеватые сильно. Так, они должны быть по бокам, ровненько так стоять. Рискнуть, тут и крепить. Вы же видите, да, два ряда выделяются вот эти. По-моему, вот тут мы делали убавки. Так вот, вот этот ряд с убавками и следующий ряд, вот между ними я посадила глазки. Если вдруг кому интересно, на каком ряду. Я думаю, что я оставлю так. И я попробую их закрепить, если у меня получится. Я еще вроде бы залезу там как-нибудь. И когда мы их закрепляем, они еще внутрь туда уходят. Так. Угу. Потому что мы там, если закроем, мы их не закрепим. А в Германии лучше, если такие вещи делаешь, обязательно на крепление. Ну, это отдельная тема для разговора. Здесь свои законы. Ну, вот как-то так. Я думаю, что оставлю вот. А там видно будет. Это большие. Далее. У нас сейчас вот мы провязали с вами один ряд 12 столбиков. И теперь нам нужно сделать 6 убавок. Просто 6 подряд петель убавляем. Или 6 делаем убавок. Это 12 подряд петель убавляем, да? И потом закрывается мордочка. Итак, мы сейчас провязываем 6 убавок. Тоже за переднюю полупетлю, потому что грубо будет смотреться. Раз. Ну-ка. Два. Я, наверное, возьму крючок потоньше, четверку возьму. Два. Кстати, я вчера такой крючок опять сломала. Я где-то там на Ebay понабирала этих крючков, и у меня осталось 2 штуки из 6. Кое-кто мне прислал еще. Я опять вчера один сломала. Это же надо же так напрягаться, это при вязании. Так, это были 2 убавки. 3. 4. 5. Ну и 6-я убавка. 6. Нить можно оставить подлиннее, вытянуть ее. И теперь нужно закрыть. Вот здесь, так как это на мордашке, нужно прям аккуратно закрывать. Да, потому что начало вязания отсюда, и здесь закрывается, то чтобы у нас тут клубок такой, комок не получился.
Секундочку. Берем цыганскую иголку. Засовываем пальчик. И постараемся теперь, если он... Что-то у меня короткий палец для этой мордахи. Короче, просто берем и протягиваем через все вот эти передние петельки нить за переднюю полупетлю, которую там видите. Так. И теперь попробуем аккуратно затянуть. Просто стянуть. Лишь бы тут у нас никакой губошлеп такой не получился тоже. Надо как-то так затянуть, чтобы видно этого не было. Ну, невозможно, да? С тоненькой ниткой, конечно, это все реально. Но с толстой ниткой, ну, вроде бы ничего так у меня получилось. Я сейчас все-таки еще чуть-чуть вот здесь вот подтяну. И сделаю, наверное, узелок. Не знаю, лишь бы чересчур тут не было у меня узлов. Так, теперь здесь снизу нитку вон туда. Где-нибудь здесь ее выведем. Когда заполняется вата, это потом все можно аккуратно разгладить. Но я думаю, нормально у меня получилось. Вроде бы, да? Все, эту нить оставим там внутри, не надо ее не обрезать, ничего. Можно уже, в принципе, заполнить мордашку ватой. Или там вашим холофайбером, как вы его называете. У нас в Германии это называется вата. Некоторые девочки смеются с меня, что я ватой наполняю. Ну, вата я знаю, как она выглядит. Вата по-другому выглядит. Но это холофайбер. Так, чуть-чуть мы ее наполняем. Глазки, я думаю, здесь мы не будем ничего утягивать. Оставим как есть. Они и так уже впали туда. Вот. Теперь вяжем далее. Тут чуть ли не анаконда какая-то у нас получается пока. Так, прицепляем нить вот с этой стороны. И вяжем с вами 2 ряда без изменений, 18 столбиков, да? Я сейчас провяжу вот этот ряд до этого момента. И вот этот переход я вам покажу, как я буду делать. Давайте вместе с вами. Вот сюда цепляем нить. Ну и провязываем одну воздушную петлю. Эту нить я кладу на работу вот сюда и провязываю ее вместе связкой. Так. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, так, 13, 14, 15, 16, 17. И вот эта последняя петля 18. Теперь у нас мы должны провязать еще один ряд, и мы должны входить вот в эту первую петлю. Но тут у нас получается дырка. Не очень хочется, чтобы эта дырка тут была, поэтому мы сейчас ее постараемся провязать вместе. Или мы вот эту с этой петлей вместе уже провяжем, или эту с этой. Понимаете? Я думаю, что я вот так сейчас сделаю. Захватываю здесь одну петлю, переход. Мы ее не провязываем еще и входим в эту первую петлю. И провязываем все вместе. Затягиваем нитку, чтобы никаких дырочек не было. Провязываем. Это у нас считается первая петля. Провязываем второй ряд 18 петель.
конце, пожалуйста, пересчитайте, чтобы у вас было 18. Окей? Так, 3 я уже провязала. Видите, сразу дырка закрывается. Здесь должно быть 18. Провязываем до конца второй ряд, 18 столбиков. Так, я провязала до конца этот ряд, у меня 18 столбиков. Теперь вяжем с вами следующий ряд. Мы провязываем 17 столбиков и вот тут делаем одну прибавку. Окей? 17 прибавка. Давайте один ряд с вами, потому что так несколько рядов будут повторяться. Провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И теперь делаем одну прибавку. Знаете, мне кажется, что нам нужно сделать петли смещения, потому что будет красиво, если ряд будет начинаться вот именно отсюда. А у нас здесь как... Потому что крупная пряжа, и всегда, когда ты вот в круговую вяжешь, всегда идут петли смещения, всегда вязка немного смещается. Это не страшно, поэтому вот эту вот прибавку я бы ее сделала вот тут. Давайте мы одну петлю дальше, вернее, это я оставлю, одну петлю дальше провяжем. От этого ничего не изменится. Но мы сделаем начало ряда, как положено, в серединке. Окей? Значит, это будет как будто бы 17. И вот тут мы сделаем прибавку. Потому что у нас для спины тоже потом уже петли будут набираться, и они должны идти именно вот с середины. Да, вот где шея. Вот. Я провязала 17 столбиков и одну прибавку. У меня сейчас 19 столбиков. Провязываем один ряд без изменения, 19 столбиков. Так, провязала я один ряд 19 столбиков. Вот так получается. Вот этот бугорок, он потом уйдет, когда мы будем наполнять ватой. Да? Он потом уйдет, будет симпатично все смотреться. Так, следующий ряд. Девочки, у нас так, в принципе, сейчас будут 3 ряда аналогично провязываться. Итак, я вам сейчас скажу, а вы их провяжете. Сейчас мы с вами вяжем 18 столбиков, 1 прибавка. Потом вяжем без изменений один ряд 20 столбиков. Окей? Следующий ряд 19 столбиков, 1 прибавка. Вот эти 3 ряда мы должны с вами провязать. Вот посмотрите. Схемка. И здесь, ну-ка, секунду, у меня здесь свет. Итак, мы с вами сейчас провязали 17 столбиков прибавка и 1 ряд без изменения. Следующий вяжем сейчас 18 столбиков и вяжем 1 прибавку. У нас будет 20 столбиков. Мы провязываем потом 1 ряд без изменений. И следующий ряд это 19 столбиков, 1 прибавка. У нас будет 21 столбик. Вот эти 3 ряда мы провязываем самостоятельно. Так, девочки, провязала я эти 3 ряда. Теперь останавливаемся прямо здесь в серединке. И мы должны будем набирать 8 воздушных петель для образования спины. Вот. Если мы на этом месте будем набирать 8 воздушных петель, то лошадка будет смотреть назад. Да? Она будет выглядеть вот как по схеме. Сейчас я вам покажу. Она будет выглядеть вот так. Если вы хотите, чтобы лошадка смотрела вперед, то вам надо будет провязать еще 10 петель примерно вот до этого места и вязать тогда дальше по схеме, как я вам показываю. Также набираем сейчас воздушные петельки и обвязываем. Тогда лошадка будет смотреть вперед. Можно связать одну так, другую так, как хотите. Но чтобы повернуть голову, нам нужно просто сделать начало ряда вот тут. Окей? Итак, набираем 8 воздушных петель.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, теперь мы вяжем столбиками без накида, как всегда, по одной стороне цепочки, да? Потом мы переходим на шею, вяжем вокруг и вяжем опять с другой стороны цепочки. И вот тут у нас начало ряда. У нас должно быть 35 столбиков. Так как я уже пробовала ее вязать, я постоянно петельками немножко сбивалась. То у меня одна петля больше, то меньше. Вот тут нужно обратить внимание. Окей? Нужно будет обязательно перед тем, как потом вязать следующие ряды, убедиться, что у нас 35 столбиков. А запутывание у меня всегда происходит именно вот в этом переходе, если честно. Окей. Итак, 8 воздушных петель вяжем с вами по цепочке. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. И на этой цепочке еще одна 7. Теперь мы переходим на шею. Вот на шее следующая петля на шее будет вот эта. Попробуем затянуть это место, чтобы здесь не образовалась дырочка. Я попробую. Или же нам надо будет ввести, вот видите, дырочка образовывается, ввести еще раз вот в эту петлю. Так. Это у нас была 7 петля. Я думаю, что переход здесь нужно будет точно так же сделать, как мы тут на шее делали. Для этого я бы, девочки, вошла бы еще раз вот откуда мы начинали вязать воздушные петли. Я бы туда вошла, и следующая петля бы считалась вот эта. Здесь мы провязали 7 столбиков. Теперь я ввожу крючок вот сюда, захватываю нить, немножко затягиваю и иду в первую петлю. Это тогда 8 петля получается, да, 8 столбик. И затягиваем, чтобы здесь не было никаких дырочек. Так, это у меня 8 столбик. Дальше идем по кругу. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Так, 26. Тогда получается... Я хочу еще раз посмотреть. 26. Что-то здесь я не... Подождите, девочки. Так, вот это 26-я, тогда вот это 25-я здесь. Ой, 27-я. У меня отчет пошел назад. Это уже что-то значит. Так, это 25-я. Это 26-я. Ну, я думаю, так. Наверное, 27. Так, теперь куда? 27. Наверное, сюда. 28. У нас должно быть 35. 28. 29, 30, 31, 32, 34, 28. Вот сюда я еще зайду, наверное. 29. Ну и по цепочке так, методом тыкания. 30, потому что здесь не видно петель. 31, 32,
33, 34 и вот тут где-нибудь 35. Все, вот тут у нас начало ряда, и это будет следующая петля. Окей? Ну, вроде бы что-то получилось. Вот этот отсчет назад у меня такого еще не было. 26, 25, да. Так, вяжем далее. Следующий ряд. У нас сейчас 35 столбиков, да? Следующий ряд. Прибавка, 32 столбика, прибавка, прибавка. Окей? Короче, вот в этот столбик делаем прибавку. Прибавка. Теперь давайте провяжем 32 столбика. Так, девочки, я провязала 32 столбика, вот по кругу вязала. Теперь я вот тут стою, и мы вяжем с вами одна прибавка и еще одна прибавка. Это вот как раз последняя петля. Надо же, как у меня четко получилось. У меня постоянно с этим количеством петель у меня всегда как-то не получается у меня. Но сейчас вроде бы ничего. Так, у нас сейчас 38 столбиков. Ставьте здесь маркер. Следующий ряд. Точно так же провязываем, девочки. Сейчас провязываем одну прибавку. Потом провязываем 35 столбиков. Они вот так идут до сюда. И в конце, когда мы 35 столбиков провяжем, делаем опять 2 прибавки. Окей? Я повторяю. Прибавка. 35 столбиков. 2 прибавки. И у нас с вами будет 41 столбик. Вот, посмотрите, я провязала 35 столбиков. Теперь я провязываю 2 подряд прибавки. Одна и вторая. Так, у нас 41 столбик. Следующий ряд провязываем сейчас одну прибавку. Потом вяжем 38 столбиков. И в конце 2 прибавки. И у нас будет 44 столбика. Так, провязала 38 столбиков. Теперь я делаю тут в конце 2 прибавки. Одна и вторая. У нас сейчас 44 столбика. Я думаю, что это последний сейчас ряд, который мы еще должны будем провязать. Да. Провязываем сейчас еще один ряд с такими же прибавками. Итак, провязываем прибавка. Потом вяжем 41 столбик. И в конце провязываем опять 2 прибавки. У нас будет с вами 47 столбиков. Когда мы этот ряд провяжем, нам нужно будет провязать 5 рядов без изменения 47 столбиков. Да? Это вот мы сейчас длину спины провязываем, а потом удлиняем ее. Повторяю. Прибавка, 41 столбик, 2 прибавки, будет 47 столбиков. И потом провязываем 5 рядов без изменения 47 столбиков. Так, девочки, я провязала 5 рядов. Вот так вот выглядит у меня. До сюда я заполнила тело ватой. Вот теперь вяжем с вами. Тут у нас начало ряда. Я вот так вот сложу. И здесь у меня будет начало ряда. Ну, в принципе, оно тут у нас и было. Я его не сдвигала. Ставим маркер, если он у вас не стоит. Итак, вяжем сперва 19 столбиков. Провязала 19 столбиков. Теперь мы делаем 6 подряд прибавок. Одна прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Так, далее провязываем 17 столбиков. Провязали, и теперь мы вяжем 5 подряд прибавок. Одна прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. И пятая.
Так, у нас сейчас с вами 58 столбиков. Следующий ряд. Мы провязываем 2 прибавки и 56 столбиков до конца ряда. И у нас будет 60 столбиков. И повторяю, 1 прибавка, 2 прибавка и 56 столбиков. Так, девочки, провязала я эти ряды. Теперь мы будем ставить маркеры, потому что единственное, что нам осталось, это вывязывать ноги. 4 штуки. Это не как вот есть такие лошадки, только 2 ноги, да? Здесь 4 штуки будем вывязывать. Для этого нам нужно будет поставить маркеры, вот как у автора. Здесь вы, наверное, видите, да? Вот. Разделить полностью петли, чтобы потом вывязывать ножки. Потом она будет вот так вот выглядеть, и будем каждую ногу так вывязывать. Так. Я складываю пополам. И у нас вот тут один маркер будет стоять с одной стороны. И вот тут один маркер. Он у меня получается где-то вот тут. Так, теперь мы от этих петель будем отсчитывать с петли. Или вернее, от этих маркеров будем отсчитывать с петли. У нас идут с этой стороны 12, с этой стороны 12. Ставим маркеры. Так, 2. Сейчас, девочки, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот тут ставим маркер. Так, потом у нас от этого маркера в эту сторону должно быть 6 петель. 2, 4, 6. Ставим здесь маркер. Теперь у нас от этого маркера до этого должно быть 12 петель. Ну, давайте проверим. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Надо же. Меня всегда это удивляет, когда у меня правильное количество петель. Так, далее. От этого маркера теперь мы идем в сторону 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так, ну давайте вот в эту 12-ю поставим маркер. Сейчас посмотрим. Я не думаю, что ее надо будет передвигать. Так, теперь вот между идут 6 петель. 2, 4, 6. Ставим маркер. И здесь должно быть 12. 2, 4, 6, 8, 10 и 12. Все правильно. Так, теперь мы их закрепляем. Иначе они у меня вылетят. И вяжем. Мы должны будем провязать. Тут уже у меня пару петель провязаны. Провязываем просто столбики без накидов до вот этой вот, до этого маркера, чтобы у нас было 12, да, столбиков. Мы сперва провязываем. И потом будем соединять с тем маркером. Сейчас я покажу. Провязываем. Так, и вот это 12 петля. Я этот маркер могу убрать. Мне не нужен. Теперь я вот так должна буду соединить вот с этим маркером. Да? Вот мы отсюда пошли дальше вязать и возвращаемся к нему же. Вот так. И у нас по кругу должно быть 12 столбиков. Девочки, на это тоже обратите внимание, да? Потому что когда мы сейчас будем соединять, у нас или автоматически одна петля уйдет, но она стопудово не добавится. А может быть она и останется, я не знаю. Короче, мы соединяем и вяжем по кругу. Сейчас 10 рядов, 12 столбиков. Вот. Я бы, конечно, проверила бы петли. Так, это получается у меня 2, 4, 6, 8,
10, 12. У меня одна петля больше. 13. Вот если сейчас я буду ее вязать, то у меня где-то здесь хватать не будет. Вот. Однозначно будет хватать, не будет хватать где-то здесь. Поэтому смотрите, как у вас. Но вот у меня... Нет, подождите, это же потом так будет соединяться. Так, сейчас, секунду. Это вот так будет соединяться. Это потом 6. Господи. Сколько у меня здесь маркеров? Сколько у нее? Раз, два, три, 4, 5, 6. У меня раз, два, три, 4. Ну и вот тут были 5 и 6. Все правильно. Вот эта нога будет с этой вот так соединяться. Потом это будет с этой вот так соединяться. И это потом с этой будет так соединяться. Вот так. Должно быть все правильно. Короче, у меня здесь сейчас 13 получилось столбиков. Мне нужно один столбик сделать меньше. Вот. Как их правильно здесь соединить, чтобы у нас одна петля не уходила. Так, это у нас была 12. Вот сюда я вошла. Да, ну, конечно, мне тогда одну петлю сюда. Но нам нужно, чтобы у нас потом одинаковое количество здесь петель оставалось. Здесь у нас должно остаться 6 петель. 2, 4, 6. Значит, все правильно. Сюда входим. Вот. Я сейчас одну петлю провяжу. Еще раз посчитаю. 2, 4, 6, 8, 10. Теперь 12. Все. 12, короче, вяжем, девочки, 10 рядов, 12 столбиков. Боже мой, что-то. Вяжем. Так, девочки, я провязала 10 рядов. Я их отсчитываю вот именно от этого момента, где вот я сделала соединение и вязала наверх. Да, это у меня получается 2, 4, 6, 8, 10. Здесь я делаю смену нити. Я делаю ее внутри ноги. Также с этой стороны буду внутри делать ноги, да, чтобы не так и сильно видно было. Потому что это у меня самая такая болевая точка, что касается смены нити. Вот, делаем здесь смену нити и провязываем 2 ряда без изменения. Так, эту нить я уже, в принципе, могу оторвать. Вот, и провязываем 2 ряда без изменения 12 столбиков. Пока я тут эту ногу вязала, у меня тут такая мысля, если гриву привязывать этой лошади, да, мне кажется, и красиво будет также чуть-чуть кайму такую сделать из этой белой пряди, чтобы копыта так немножко тоже были, знаете, как белые волосатые. Есть же у лошадей такое. Мне кажется, тоже красиво будет. Только это такая мелкая работа, когда нужно их привязать, потом отрезать, да, эту нитку. Она коротенькая, расчесать. И мне кажется, красиво тоже будет, если у нее копыта будут в гриве, хотела сказать. Копыта в гриве. Так, все, провязываем 2 ряда, 12 столбиков. Потом будем делать убавки. Окей? Давайте. Так, довязала я эти ряды. Теперь делаем убавки. Убавки делаем за заднюю полупетлю. Делаем просто 6 убавок. Нет, что я тут делаю? Можно же по-другому делать. Сильно много нитки. Раз, два. Так. Не хочет вылазить, наверное, надо потоньше крючок взять. Одна убавка. Раз, два. Вторая убавка. Раз, два. Ну-ка.
Я потоньше крючок. Раз, два, раз, два. Текс. Раз, два. Я не знаю, сейчас это, по-моему, 3 было. Не хочет вылазить. 4. 5. Ну и последнюю убавку. Цак. Цак. Вытягиваем. 6. Вытягиваем побольше нить. Также ее одеваем в цыганскую иголку. И собираем эти петельки. Давайте я вам одну покажу. Остальные вы будете уже так же делать сами. Просто я петельки собираю. Ну и узелок. Так. И теперь ее, ну, эту нитку сюда внутрь, ну и где-нибудь ее вытянуть. А потом уже, когда ножку заполните, она уже будет по-другому здесь смотреться. Вот. Сделайте переход нити другой, чтобы не так сильно его было видно. Вот такая вот нога будет со стороны. Обязательно ее, конечно, нужно будет сейчас заполнить. Вот. Можно, в принципе, связать еще одну ножку, а потом 2 заполнить, потому что здесь отверстие есть. Это отверстие, оно потом должно быть связано между собой. Окей. Так, теперь вяжем вторую ногу. Так, вот у нас 12 петель. И мы должны будем сейчас вот эту соединить вот с самой первой петлей, которая тут. Да, мы должны сейчас отсчитать, чтобы у нас было 12. Вот, наверное, с этого момента 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нет, тогда не с этого момента. Да, у нас должно все идти от этой точки, чтобы ножки были вместе. Вот эта петля, она относится к этой ноге. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, это у нас получается 13. Но, наверное, если мы сейчас ее так вот соединим, у нас будет 12. Должно быть, в принципе, так. Давайте попробуем. Пока не вяжите. Сперва давайте я свяжу. Пусть будет косяк у меня, а не у вас. Если у меня не получится. Ой, как тут узко, блин. Так, что мы делаем? Мы цепляем нить вот сюда. И мы провязываем 12 столбиков. Так, это у меня маленький крючок. На экстренный случай только. Что он тут сейчас делает, не знаю. Так, провязываем. Раз. Два. Три. Получается, в принципе, 3 или уже 4. 2, 4. 4. Эту петлю-то мы тоже должны считать. 4, наверное. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11,
12. Я должна эту петлю тоже провязать. 2, 4, 6, 8, 10. Все-таки, наверное, 11 вот эта петля. Давайте я провяжу еще эту. И если мы сейчас сомкнем, у нас должно быть 12. Провяжу еще эту петлю, потому что вот эти рядом две петли не должны быть провязаны. Теперь мы соединяем вот тут. Теперь вот у меня вопрос, с какой соединять, с этой или с этой? Скорее всего, вот с этой. Давайте я соединю и посчитаю за столбик. Так. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Да ну нафиг. Представляете, получилось. Так, самое главное теперь, чтобы у нее ровно-то попец шел. С этими ногами. Ой, я представляю, мне кажется, она будет офигенная, когда будет готовая. Да, ровно идут ноги, да? Короче, вяжем точно так же. Вяжем вот эту ногу. И также потом переход делаем, провязываем 10 рядов, потом 2 ряда белые и закрываем, как я вам показала. Окей? Следующие ноги будем опять вместе как-нибудь с вами тут складывать. Давайте провязываем. Так, девочки, я довязала эту ножку. Вот так вот у меня оно выглядит сзади. Конечно, здесь мы будем потом наполнять тело ватой. Она будет более такая объемная, симпатичная. Теперь точно так же нам надо будет вывязать две остальные ноги. Мы соединяем эти петли между собой и вяжем 12 столбиков. Когда это свяжем, потом уже мы соединяем вот эти петли между собой. Окей? Тогда у нас будет вот так вот получаться. Подождите, я камеру подниму чуть-чуть. Так, я поставила чуть повыше. Итак, ну, я думаю, мы можем начать с какого? Давайте вот с этого момента. Здесь мы сейчас прикрепим нить. И точно так же мы должны будем провязать эти 12 столбиков и потом между собой их закрепить. И по кругу вязать точно так же, вот как эти ножки. Так. Мы довязываем сейчас их до маркера и соединяем между собой. Так, и вот эта петля. Маркер можно убрать. Теперь вот так вот берем. Рука у меня зачесалась левая. Вот так вот берем и соединяем вот с этой первой петлей. Самое главное, чтобы у нас потом опять было 12 столбиков, да? Ну-ка, давайте я сперва соединю и посчитаю. Так, 12 столбиков, что было 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 столбиков у меня здесь получилось. Так, провязываем 10 рядов. Также потом делаем смену нити на белую. И потом я вернусь, когда мы будем вывязывать вторую ножку. Вернее, четвертую. Так, довязала я эту ножку, заполнила их ватой. У нас еще осталась одна нога. И потом можно будет тело наполнить. И вот тут вот между ног остается у нас такая щель. Ее надо будет обязательно потом сшить. Итак, привязываем здесь нить. Ну и вяжем точно так же 12 столбиков. До маркера. И потом соединяем с этой петлей, чтобы у нас было 12 столбиков по кругу. Так.
вот этот последний столбик. Его провязываем и соединяем вот с этой петлей. Соединяем так, чтобы у нас было 12 столбиков. Ну и, конечно же, здесь, так, вы видите, нет, здесь потом должно расстояние быть одинаковое. Что там, что там. Вот. Так, я войду вот в эту, наверное, первую петлю сюда. Ну-ка, сперва сюда. Провяжу. И сейчас посмотрим, 12 у меня или 11 столбиков. 2, 4, 6. Еще раз. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 11. Значит, иду я петлю назад чуть-чуть. Как я и сказала, я уже думала, что у меня будет здесь не 12, а 11. Значит, надо еще ближе брать. Не вот в эту петлю, а вот в эту. Здесь снизу. Раз, два, три, 4. Ну-ка еще раз-ка я посчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все. Теперь провязываем точно такую же одну ножку и заполняем все тело ватой. Так, девочки, посмотрите, вот я довязала эти ножки. Между ног выглядит... Так, сейчас пристану вот так. Я заполнила ватой. Потом мы просто берем иголку и сшиваем вот эту часть. Вот так вот складываем и сшиваем ее. Начиная отсюда и сшиваем. Если сильно наполнена ватой, то немножко вату убрать, чтобы она, ну, стянулась здесь, да? Просто так вот внутреннюю часть ее сшиваем. Вот как автор здесь тоже показывает. Заполняем и вот тут ее между сшиваем. Мне кажется, что я чуть-чуть ее толстенькой сделала. Я немножко, наверное, вату уберу, чтобы у меня проблем не было стянуть здесь в середине. Окей? Вот. Потом, что у нас еще осталось связать, это ушки. Ушки. Давайте свяжем еще ушки и посмотрим, как пойдет у нас тут грива. Так, ушки тоже вяжутся очень легко. Просто в кольцо амигуруми 6 столбиков. Кстати, нитки еще очень много осталось от одного клубка. Буквально последний видос у меня такие, знаете, это для как раз фарбраух. Для того, чтобы использовать пряжу. Такие все, что зайчики те были. Да, вот это смешное такое с каркасом, что эти лошадки, они все на один клубок схемки. Так, вяжем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. И провязываем с вами 1 столбик, 1 прибавка. И так 3 раза. 1 столбик, 1 прибавка. Еще раз 1 столбик, 1 прибавка. И последний раз. Столбик и прибавка. Я оставлю нить подлиннее, ей я буду пришивать. Вытягиваем. Потом берем иголку, стягиваем их здесь снизу вот так и пришиваем. Куда пришивать? На голову, конечно. Я только думаю, где. Так, лошадка у автора. Сейчас я вам покажу. Ушки у нее тут рядышком. Там уже вам смотрите как. Ну, я думаю, как у лошади, как у... Все, спать пора.
Как у лошади, да? Не как у коровы. У меня у других лошадок мне хотелось снизу сделать ушки. Они прям подходили. Но это совсем, это конь. Да? У него уши не должны висеть. Тут там должно все стоять. Так, ну поэтому я думаю, у коня уши должны быть сверху. Должны вот тут вот так вот стоять. Выше. Если вот туда пришьем, то это будет жираф. Вот сюда. Прям вот рядышком. Здесь и здесь. Окей? Вы видите? Я камеру повыше поставила, ничего не вижу. Вот так. Одно ухо и рядышком здесь второе ухо. Его просто пришиваем. А я сейчас посмотрю, какую я пряжу буду использовать для гривы. Давайте пришьем, вернее, зашьем вот это вот место здесь самостоятельно, пришьем ушки, а я поковыряюсь, посмотрю, какую пряжу мне надо будет для гривы. Ну, я думаю, вот как я и сказала, уже вот белую вот эту, которую я брала тоже для тех лошадок. Окей? Так, девочки, я хотела показать вам, какая у нее красивая форма получилась в тот момент, когда я между ног стянула все ниткой. У нее сразу ножки так друг к другу, и она прям такая, как лань, такая красивая. Ушки тоже пришила. Так она выглядит с другой стороны. Она реально красивая такая получилась. И, кстати, она небольшая, она где-то, ну, может быть, 25 сантиметров. 23, где-то так. Ну-ка, подождите, может, у меня есть здесь? Да, не могу замерить. Сейчас. Это, в принципе, толстая нитка, да? 26 сантиметров. 25-26. И у меня еще нитки осталось. Сейчас я вам покажу, сколько. Вот клубок. Это от одного клубка. Такой маленький моточек еще остался. Так. Ушки пришили. Глазки, в принципе, здесь прям перфект сидят. Конечно, если, как я вам объясняла, если отсюда набирать цепочку, то лошадка будет смотреть вперед. Тоже можно такой попробовать сделать, да? Но мне вот эта форма больше нравится. Она прям такая вся, такая, я даже не знаю, как лань, сказала, такая стройная, красивая, изящная. О, нашла это слово. Так, гриву я буду делать из той же нити, из которой я делала той лошадки, которая тоже у меня стоит на моем канале. Да, и я использовала для этого вот эту пряжу. Здесь 100 грамм. 100 грамм, 145 метров. Она такая, ну, в принципе, толстая пряжа. Очень старая. Эта пряжа, я даже не знаю, где я ее брала. Но тут еще в марках была. Здесь цены, кстати, нету. Но называется она Спринти. Мне кажется, такой даже нету сейчас. От фирмы Kaufring. Да. Вот. Ее я буду резать. Ну, цеплять я ее буду, например, вот здесь вот на попец. Я начну отсюда и, наверное, в 2 ряда. Один ряд и второй ряд. И оставлю нить чуть-чуть подлиннее, чтобы где-то вот там вам самим, да, смотрите сами уже посмотрите. Чем пышнее хвост, тем больше рядов здесь вот набирайте. Но я бы даже, знаете, если честно, я бы вот как треугольничек бы такой выбрала и вводила бы в петлю, завязывала узелком и оставляла подлиннее нить. А потом ее можно или оставить, когда вот ее распускаешь, она вот так вот выглядит, или ее же распустить и потом начесать. Можно косу заплести, там какую-нибудь, я не знаю, какое-нибудь украшение, там цветочек воткнуть или еще что-то такое. Знаешь, мне кажется, красиво будет. Вот. Как я ее цеплять буду? Здесь также. Здесь я однозначно по голове буду делать 2 ряда, не более. Просто буду в каждую петельку вот до этого момента здесь. Я буду вводить нить и оставлять ее подлиннее, чтобы как грива такая была. И все. Если вы хотите, вы можете их просто воздушными петельками вывязывать. Нитку цепляем здесь и делаем воздушные петли. Но эту петлю ее как-то надо закрывать, да, если, например, вы отрежете, она или распускаться будет, или будет пушиться. Поэтому единственное, что я бы сделала, закрепила здесь нить, сделала бы воздушные петли, и назад я прошла бы соединительными петлями по этой цепочке. Опять сюда пришла,
на петлю смещения, опять набрала воздушные петли и пошла бы соединительными петлями назад. Тогда они будут как локоны, полностью такие, ну как не обрубки будут, да, смотреться, обрезки. Они уже будут такие уплотненные, такие хорошие, стабильные локоны, что не будут распускаться, ничего такого. Но я хочу выбрать вот этот вот, обязательно белый, потому что, чтобы вот под ножки она подходила. Окей? Ну, хвост я буду делать обязательно двойную нить. Можно сразу сделать лучше чуть-чуть подлиннее, а потом можно подстричь. Вот примерно вот такой длины, я не знаю, сколько здесь сантиметров. Сантиметров 7, наверное. Вот. Нарезать такую нитку. Потом взять крючок. И я буду просто... Я здесь делаю треугольничек. Вот отсюда. И вот таким треугольничком я буду крепить эти пряди. Вводим. Выводим нить. Проводим через эту петлю. И затягиваем. Вот. Чуть-чуть можно длиннее сделать еще нить. Или вернее мы такими же прядями все режем, но цепляем ниже, она автоматически будет длиннее. Потом вы ее распускаете. Распускаете, оставляете ее такой кудрявой. Или вы потом берете расческу и расчесываете ее, чтобы она была как у автора. Вот. Там уже вам решать, как вы хотите. Но мне кажется, она будет просто шикарная. Я, наверное, на год лошади навяжу таких. Симпатичная. Здесь нету никакой проволоки, ничего такого. Здесь чисто можно даже как для ребенка такое сделать. Самое главное, на правильное место глазки посадить и закрепить их. Да? Ну, вот таким методом. Точно так же гриву. Здесь начинаете цеплять, выводите. Я думаю, 2 ряда здесь будет достаточно. И вот до этого места цепляем просто пряди, распускаем их, расчесываем или оставляем так, как есть. Окей? Я сейчас немножечко здесь посижу. Хочу доделать эту работу. И покажу вам, что у меня получилось. Скорее всего, уже завтра. Все, всем пока. Всем привет, девочки, всем добрый вечер. Я хочу вам показать результат моей работы вчерашней, что мы с вами проделали. Я еще до полуночи привязывала гриву. Привязала я гриву в 3 ряда. Я сперва сделала в 2 ряда, потом мне показалось, что она немножко редкая. Ну и сделала еще 1 ряд. Подстригла эту гриву так, как мне больше нравилось, и зачесала ее, как у автора, на бок. Она, конечно, с другой стороны тоже очень шикарно смотрится. Я не могу сейчас это показать, потому что или лошадь у меня упадет из рук, или у меня телефон упадет. Поэтому в конце этого ролика я обязательно сделаю еще такую небольшую вставочку с фотографиями от этой лошадки со всех сторон. Хвостик я, как я вам говорила, сделала из такого маленького треугольничка. Тоже подстригла эту гриву. Пыталась я, конечно, ее начесать, эту пряжу, но у меня не получилось. Она не дается начесываться. Видно, да, что здесь вот пару прядей есть такие немножко начесанные, но я решила оставить так, как она есть. Вот, мне очень нравится эта лошадка. Я вот теперь сижу и думаю, каким цветом мне вязать на немецком, или такую же сделать, или сделать, может быть, с черной гривой, тоже было бы очень красиво. Но я не знаю, есть ли у меня черная нитка такая. Знаете, еще идея есть очень классная. Можно такие волосы, да, они выглядят как настоящие, купить в китайских сайтах и пришить их. И она очень бы оригинально смотрелась. Волосы для кукол. Вот здесь можно использовать. Раньше у меня тоже они были, вот, но сейчас у меня нету в наличии, поэтому я думаю, буду использовать ту же пряжу, что использовала до этого. Вот такая лошадка у меня получилась небольшая. Мы с вами уже смотрели, где-то на 25 сантиметров. Симпатичная. Ну, в год лошади самое то. Еще раз огромное спасибо автору за это чудо. Вяжется очень легко. Я считаю, девочки, я вам сделала видео за 1 вечер. Ну, я где-то села 4:30 вечера и 11:30 я вылезла из-под стола. Вот, ну, можно ее связать. Если время есть, можно связать. Я имею в виду за вечер. Ну все, всем вам легких петелек и до следующего раза. Всем пока.